В этом видео мы с вами свяжем вот таких классных маленьких лошадок. Сразу скажу, что вяжутся они легко, просто и быстро. Эти лошадки цельновязные, то есть пришивать ничего не нужно будет. Все будет ввязываться по ходу вязания или вывязываться. А с вами я, Татьяна Метинцева, и давайте начинать. Напоминаю, что в описании под видео вы, как всегда, найдете ссылочки на мой Instagram и Etsy, где можно приобрести схемы в PDF формате на все мои игрушки, а также найдете ссылочку на группу в Facebook, которую я недавно создала специально для того, чтобы вы могли показывать фотографии своих готовых работ, связанных по моим мастер-классам. Так что очень вас там жду. Добро пожаловать! Вязать я буду из пряжи Himalaya Dolphin Baby. Кому нужны характеристики, вот, пожалуйста. Цвет у меня сейчас 319 будет. И это сама лошадка. Нам, кстати, этой пряжи понадобится всего лишь 10 грамм. И серый цвет на гриву. Это у меня Yarnart Jeans. Номер 49. Это хлопковая на 55% и на 45% полиакрил. Вот характеристики. Ну, для гривы можно использовать любую пряжу, вот такую вот хлопковую, акриловую. Будет прекрасно. Крючок нам нужен номер 4. Это для самой лошадки, вот которую мы будем вязать с Himalaya Dolphin Baby. И номер 3 мы будем вязать гриву третьим крючком. Ножнички понадобятся, маркер и иголочка. И вот этой вот серой пряжи нам понадобится всего лишь 2 грамма. Видео для начинающих я, как обычно, прикреплю в правом верхнем углу в подсказках. Кто не умеет вязать, обязательно посмотрите это видео, и я больше чем уверена, что у вас все получится. Начинаем вязать с головы. Делаем петельку, 2 воздушные петли. И в первую набираем 6 столбиков без накида. Крючок номер 4. Это 1, 2, 3, 4, 5, 6. Во втором ряду вяжем 6 столбиков без накида. Просто в каждую петельку по одному столбику без накида вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вязание выворачиваем. Этот хвостик прячем внутри. Вот так вот у нас сейчас выглядит вязание. Дальше идет третий ряд. Будем делать 3 прибавки в начале ряда. Заходим в следующую петельку и провязываем первую прибавку. То есть вяжем 2 столбика без накида в одну петлю. 1 прибавка. В следующую петельку 2 столбика без накида вяжем. Это вторая прибавка. И в следующую петельку 2 столбика без накида. Это третья прибавка. И 3 столбика без накида довязываем до конца ряда. Третий ряд провязали. Дальше идет 4-й ряд. Вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка. И так делаем 3 раза. Столбик без накида, а в следующую петельку вяжем прибавку. Это 1 раз. Столбик без накида. В следующую петельку прибавка, это 2 раз. Столбик без накида, прибавка, это 3 раз. Провязали. И 3 столбика без накида довязываем до конца ряда. Можете пользоваться маркером, если хотите. Дальше идет 6-й ряд. Вяжем 12 столбиков без накида. Просто в каждую петельку по столбику без накида вяжем целый ряд. Провязали, в следующую петельку делаем соединительный столбик и ниточку обрезаем.
хвостик длинный не оставляем. Обрезали, затянули и спрятали вовнутрь. Вот таким образом мы ее складываем пополам. У нас же лошадь плоская. И вот так вот голова наша будет сложена пополам. Вот именно где мы сделали соединительный столбик. Видите? Вот. Это у нас и будет серединка, где мы должны пополам сложить. Мы потом под этот соединительный столбик будем заходить, когда будем соединять голову с туловищем, ввязывать. Вот так вот. Все, запомнили этот момент и отложили пока что. Дальше вяжем ножку. Ножку мы вяжем, все то же самое. Делаем петельку, 2 воздушные петли и в первую набираем 6 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6. Во втором ряду делаем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вязание выворачиваем. Этот хвостик прячем вовнутрь. И теперь еще 3 ряда. 3, 4 и 5 нужно провязать по 6 столбиков без накида в каждом ряду. Вот это я провязала. Делаем соединительный столбик в следующую петельку. И ниточку обрезаем. Тоже хвостик длинный не оставляем. Вытягиваем, затягиваем. И этот хвостик прячем вовнутрь. Вот такая вот одна ножка готова. Вторую вяжем точно так же, только ниточку не обрезаем, соединительный столбик не делаем, а будем вязать дальше. 2 ножки готовы. Здесь я довязала тоже эти 5 рядов. Теперь будем соединять 2 ножки вместе. Для этого делаем 4 воздушные петли. Я сделаю первую воздушную петлю и помечу ее маркером, что это у нас начало ряда будет. 1, 2, 3, 4. 4 воздушные петли сделали. Эту ножку я придерживаю. Беру вторую ножку и захожу под соединительный столбик. Ну, вообще не важно, где вы зайдете, но я захожу под соединительный столбик, провязываю столбик без накида. 1. Нам нужно по ножке провязать 6 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6. Вот здесь мы сейчас находимся. 6 столбиков без накида провязали. Теперь нужно провязать 4 столбика без накида по вот этим вот 4 воздушным петлям, которые мы сделали. Сразу их находим. Вот у нас это первая воздушная петля, вторая, третья, четвертая, да? Но если мы сразу зайдем в воздушную петельку, у нас, видите, остается здесь такая вот, как дырочка будет. Чтобы этого не было, мы заходим сначала вот в следующую петельку в ножке, хватаем рабочую ниточку, вытягиваем, но не довязываем. И сразу же заходим в первую воздушную петельку. Тоже хватаем ниточку рабочую, вытягиваем. У нас 3 петли на крючке, провязываем за 1 раз. Тогда здесь не будет дырочки. Вот один столбик без накида провязали. Дальше вяжем во вторую воздушную петлю второй столбик без накида. В третью воздушную петлю мы вяжем 3 столбик без накида. И вот сюда, где у нас маркер стоит,
мы вяжем 4 столбик без накида. Провязали. Теперь нам нужно провязать 6 столбиков без накида по этой ножке. Вот тоже сразу посмотрите, чтобы вы просто петельки не пропустили, чтобы у вас все четко было. Вы должны видеть, вот у вас будет 1, 2, 3, 4, 5, 6. Видите, все четко, вы должны в эту петельку зайти. Но опять же, если мы в следующую, видите, не провязанную, но если мы опять сюда же зайдем, то у нас получится дырочка. Чтобы такого не было, мы заходим сначала сюда, вытягиваем ниточку и заходим в следующую петельку, вот в этот первый столбик без накида в ножке, вытягиваем ниточку рабочую и провязываем за один раз. Вот так вот мы сделали, чтобы у нас не было дырочки. Это мы 1 столбик без накида в ножке провязали. Вяжем дальше 2, 3, 4, 5 и 6. До маркера мы дошли. Все четенько у нас в этом ряду. Вытяну сейчас и еще раз расскажу, что мы сделали в этом ряду, чтобы соединить ножки. Мы провязали сначала 4 воздушные петли. Потом по первой ножке мы провязали 6 столбиков без накида. Далее мы провязали 4 столбика без накида по 4 воздушным петлям. И 6 столбиков без накида снова провязали по второй ножке уже. Всего у нас теперь 20 столбиков без накида в ряду. Это у нас был 6-й ряд. Получается, мы соединили ножки. Дальше будет 7-й ряд. Мы сделаем 2 убавочки. Вот здесь, где у нас воздушные петли, 4 было. Мы сделаем 2 убавочки. Дальше провяжем 6 столбиков без накида по первой ножке. Здесь сделаем 2 убавочки и 6 столбиков без накида провяжем по второй ножке. У нас таким образом, провязав 7-й ряд, будет 16 столбиков без накида в ряду. Вот мы сразу, получается, 7-й ряд начинаем с убавки. Убавочку как хотите можете делать. Мы заходим сначала в первую петельку, сразу же заходим во вторую. Я полностью захожу не за переднюю стеночку, а полностью захожу в петельку. Провязываю эту убавочку первую и ставлю маркер. Дальше заходим в следующие 2 петельки. Не пропускайте только эти петельки, и все будет хорошо. Делаем вторую убавку. Есть. И теперь по ножке провязываем 6 столбиков без накида. Провязали. Теперь вяжем здесь 2 убавки. Тоже захожу я полностью под петельки и делаю 1 убавочку, и дальше захожу полностью под следующие 2 петельки, провязываю вторую убавку. И 6 столбиков без накида довязываю до конца ряда по второй ножке. Вот, до маркера дошли, значит у нас все четко. Это мы провязали 7-й ряд. Дальше идет 8-й ряд, будем уже ввязывать голову. Для этого мы сначала вяжем 6 столбиков без накида по тельцу. Вот провяжем 1 столбик без накида, поставим маркер. Вяжем дальше 2, 3, 4, 5, 6. Вот мы должны прийти к серединке ножки. Видите? Четко, чтобы у нас вот так вот была, как одна часть провязана тельца, и вот прям до серединки мы дошли. Теперь мы берем голову. Помните, мы делали соединительный столбик, ниточку обрезали. Я говорила, что мы будем заходить прям под соединительный столбик. Вот мы заходим прям под соединительный столбик.
И провязываем столбик без накида, первый в голове. То есть, видите, у нас вот так вот голова начинает присоединяться к тельцу. Вообще нам по голове нужно провязать 1 столбик без накида, 1 прибавка, и так сделать 6 раз. Вот столбик без накида мы провязали, дальше мы делаем прибавку. Сейчас обвязываем только голову. Столбик без накида провязали, мы делаем прибавку в следующую петельку. Это 1 раз. Дальше вяжем столбик без накида, а дальше делаем прибавку. Это 2 раз. Столбик без накида, прибавка. Это 3 раз. Столбик без накида, прибавка. Это 4 раз. Столбик без накида, прибавка. Это 5 раз. И столбик без накида, прибавка. Это 6 раз. Все, голову мы обвязали. Это вот ниточка от головы, тут внутри прячется. Теперь переходим на тельце. Этот столбик без накида у нас в тельце провязан. Мы заходим сразу в следующий. И будем уже обвязывать дальше тельце. До конца ряда нам нужно довязать 10 столбиков без накида. Ниточки подтягиваем и начинаем вязать. 1 столбик без накида, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот мы дошли до маркера. Я пока вытяну ниточку и покажу, что получилось у нас с этой. Давайте пока маркер вытянем. У нас с этой стороны вот так вот голова присоединилась, видите? И с этой вот так вот это выглядит вот сверху. Так, это у нас был 8 ряд, дальше 9 ряд. Вяжем в начале 3 убавки. Вот тут вот получается по тельцу у нас 3 убавки надо сделать. Заходим, я здесь уже только за передние стеночки хватаю петельки и делаю убавочки. Вот 1 убавка, помечаю маркером. Дальше мы делаем 2 убавку. И дальше мы делаем 3 убавку. Теперь по голове мы провязываем 16 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Давайте еще 1 столбик провяжем, то есть 17 столбиков без накида мы провяжем по голове. Не 16, а 17. Здесь делаем 3 убавки снова. 1, 2, 3. И до конца ряда мы его не будем довязывать. Нам нужно довязать вот здесь вот, дойти до серединки вот этой вот ножки. То есть 2 столбика без накида довязываем. 1 и 2. Вот, провязали ниточку. Тут у нас получается не довязано до конца ряда. 1, 2, 3 петельки не провязали мы до конца ряда. А не провязали, потому что мы сейчас обрежем эту ниточку. Никаких соединительных столбиков я не делаю. Хотя, в принципе, можно сделать, да? Сделаем тогда. Тут 2 столбика без накида провязали. В следующую петельку делаем соединительный столбик. Ниточку обрезаем. Я оставляю ее такой довольно длинный хвостик, потому что мы сейчас вставим эту ниточку в иголочку и прошьем верх лошадки.
Посмотрите, какая красота сейчас у нас есть, видите? Вот такая вот красивая лошадка уже получилась. Наполнитель добавлять не нужно, то есть она у нас плоская. И мы просто заходим и эти две части прошиваем вместе. Вот таким образом заходим здесь в петельку и прошиваем. Полностью всю эту часть. Угу. Вот таким образом, видите, мы прошили лошадку. Вот здесь вот у нас есть, где мы соединяли голову, видите, такое небольшое отверстие, поэтому я просто иду туда аккуратненько ниточкой и делаю такой, здесь не затягиваю сильно, просто тут как прошиваю, чтобы этой дырочки не было. Вот так вот. Угу. Вот таким образом мы прошили. И вот такая вот красота у нас получается. Посмотрите, это просто что-то невероятное. Здесь я просто сделаю узелок. Видите, ниточка распушилась уже. Сделала узелок, ниточку обрезала, такая длинная тут не нужна. С помощью крючка я эту ниточку спрячу вовнутрь. Вот. Сейчас я так возьму, оп. И мы спрятали ее вовнутрь. И вот такая вот лошадка уже получается. Красота вообще. Видите, какая классная. Теперь сделаем гриву и хвостик. Ну и вышьем глазик по ходу. Сейчас свяжем гриву, крючок номер 3 пряжи. Ярнард джинс, заходим вот так вот, прям видите, в уголок такой. Сверху заходим, вытягиваем рабочую ниточку. И отсюда я сразу набираю 3 воздушные петли. Теперь заходим в эту же петельку, тоже насквозь, хватаем рабочую ниточку и делаем соединительный столбик. Отсюда снова набираем 3 воздушные петли. И заходим в эту же петельку, где мы только что были, снова насквозь, и делаем снова соединительный столбик. Ай-яй-яй. Так, вот таким образом, видите? Отсюда делаем 3 воздушные петли. Заходим под следующую петельку уже, тоже насквозь. И делаем соединительный столбик. Это что ж такое у меня выскакивает? Снова делаем 3 воздушные петли. И соединительный столбик в эту же петельку. Есть. Видите, уже 2 раза так провязали. И так будем заходить дальше, вот сколько захотим раз. Это мы 2 раза так сделали, да? Теперь снова делаем 3 воздушные петли. Соединительный столбик в следующую петельку вяжем. Полностью насквозь заходим. Провязали соединительный столбик. Сделали 3 воздушные петли. И соединительный столбик в эту же петельку.
Это мы 3-й раз так сделали. То есть что мы делаем? Мы делаем 3 воздушные петли, соединительный столбик в ту же петельку, 3 воздушные петли, соединительный столбик в ту же петельку. Затем вяжем 3 воздушные петли, соединительный столбик в следующую петельку, 3 воздушные петли, соединительный столбик в эту же петельку. Дальше мы провязали 3 воздушные петли, соединительный столбик в следующую петельку и 3 воздушные петли, соединительный столбик в эту же петельку. Снова вяжем 3 воздушные петли. Теперь делаем соединительный столбик в следующую петельку. Три воздушные петли и соединительный столбик в эту же петельку мы делаем. Сделали. Теперь делаем 3 воздушные петли, соединительный столбик в следующую петельку. Отсюда 3 воздушные петли и соединительный столбик в эту же петельку. 3 воздушные петли дальше делаем, соединительный столбик в следующую петельку. Так, сейчас вот так вот мы должны выйти. Три воздушные петли, соединительный столбик в эту же петельку. Снова набираем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Соединительный столбик в следующую петельку. И 3 воздушные петли. Соединительный столбик в эту же петельку. Дальше мы делаем в следующую петельку, заходим, просто вяжем столбик без накида. И в эту же петельку заходим, вяжем второй столбик без накида. И вот такая вот красота у нас будет провязана. Такая вот красивая грива. Угу. Здесь эту ниточку я обрежу, оставлю довольно длинный хвостик. Сразу хочу сделать вот эту вот ниточку и глазки вышить. Поэтому оставляю ее подлиннее. Обрезаю. Здесь вытягиваю, вставляю ниточку в иголочку. Вот, вставила ниточку в иголочку. Здесь выхожу сразу на глаз, где я хочу, чтобы у меня был глазик. То есть тут в серединку зашла, сильно не затягиваю, чтобы вот эти вот штуки не испортить. И здесь буду вышивать глазик. Глазик я буду сразу вышивать с двух сторон. То есть я через петельку вот так вот выхожу на другую сторону. И здесь через петельку выхожу на эту сторону. Видите, у нас с этой стороны и с этой стороны уже есть глазик. И сюда же снова в эти же петельки я зайду. Хочу сделать по 2-3 стежочка с каждой стороны. Не так красиво, видите? Так, есть такое дело, да? Угу. Вот такая вот красота, видите, глазик мы вышили сразу. Все, теперь я по 2 стежочка мне хватит, выхожу сюда вот, где хочу, чтобы у меня была ниточка, которая будет держать мне игрушечку. А здесь я потом выйду сюда. Вот смотрите, оставляем ниточку достаточной длины, которая вам нужна. Не знаю, сколько нужно оставить, смотря куда вы хотите повесить, на елочку, либо на сумку.
подлиннее, покороче. В общем, вот так вот мы оставили петельку, посмотрели, нормально ли оно будет держаться. Если все устраивает, то тогда мы здесь сначала завяжем вот таким образом узелочек. Угу. Выйду сюда, прикреплюсь. И теперь выходим к этой же петельке, где у нас этот хвостик, завязываем уже узелок этих ниточек между собой, кончики завязываем в узелок, обрезаем, такие длинные нам тоже не нужны, и с помощью крючка спрячем вовнутрь. Вот сюда зашли, схватили и спрятали вовнутрь. Вот так вот. Красота. И вот смотрите, вот такая вот красивая грива у нас уже связана. Хвостик этот есть, чтобы держалась игрушечка где-то. Нам осталось связать хвостик. Тоже мы заходим в эту самую верхнюю часть. Насквозь мы заходим вот так вот. Снова берем ниточку. И набираем 3 воздушные петли. Отсюда сразу же 2, 3. Делаем соединительный столбик в эту же петельку. То есть мы сюда же зашли. Схватили рабочую ниточку. Вытянули и провязали соединительный столбик. Отсюда делаем 3 воздушные петли снова. И соединительный столбик в эту же петельку делаем. Вот так вот сделали. Теперь отсюда набираем 8 воздушных петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8. И со второй петли от крючка, вот сюда, получается, мы будем заходить. В первую у вас и не получится связать, мы будем заходить во вторую. Со второй петли от крючка нам нужно провязать в каждую петельку по 2 столбика без накида. Вот зашли, провязали 2 столбика без накида в одну петельку. Это один раз мы так сделали. Всего 7 раз нам нужно так сделать. 7 петелек таким образом провязать. Это второй раз мы так сделали. Третий раз мы так сделали. По 2 столбика без накидов в каждую петельку вяжем. Четвертый раз. Пятый. Шестой. И вот 7. 2 столбика без накида провязали. Теперь в следующую петельку, вот здесь вот в следующую петельку мы заходим и делаем соединительный столбик. И вот такой вот хвостик классный у нас получится. Здесь обрежем ниточку, вытянем ее. Можно вставить в иголочку, можно крючком. Нам нужно прийти к этому хвостику первому нашему и завязать там узелок, а ниточку спрятать вовнутрь. Видите, вот так вот мы ее сюда выводим. Связываем эти хвостики узелком между собой. Можно отрезать, чтобы не такие длинные были. И спрячем вовнутрь. И вот такая вот красота у нас получается. Посмотрите, просто посмотрите на эту красоту.
Если вам понравился этот мастер-класс, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Также пишите комментарии и делитесь этим видео с теми, кому это будет интересно. Жду фотографии ваших лошадок, связанных по этому мастер-классу, в своей группе в Facebook. Очень интересно будет посмотреть, что же у вас получилось. Отмечайте меня в своих соцсетях, я обязательно буду переходить и ставить лайки на ваши публикации. Я желаю вам всего самого прекрасного и пока-пока.